Здравствуйте, дорогие друзья! Я приготовила для вас сегодня вот такую вот цепочку в виде цветочков. Цепочка получилась очень-очень нежная, очень такая милая, а плетется она очень и очень просто. И цепочка эта с таким небольшим секретом. Посмотрите, какое замечательное колечко получается. Если провязать нужное количество цветочков, то получается вот такое вот нежное и очень красивое колечко. А такой еще секрет здесь есть, что, смотрите, если вы просто будете плести как цепочку, чтобы носить ее на шее, то цепочку можно сделать вот так односторонней. То есть здесь она в виде цветочков, а тут мы хорошо затягиваем, и вот эти цветочки получаются такие серединки у них ушедшие вовнутрь. Но если вы захотите, то цветочки можно сделать двухсторонними. С одной стороны у нас серединка такая, а с другой стороны серединка вот такая. И я вам покажу, как сделать и так, и вот так. Плела я эту цепочку на леске. Но если вы захотите сделать цепочку такую, как носить на шее, то я бы рекомендовала вам плести на бисерной нити. Мне кажется, так цепочка была бы более гибкая и более подвижная. А если вы захотите сделать браслет, браслет можно сделать двухсторонним, то, конечно, лучше плести на мононите или на леске. Тогда получается, смотрите, какое жесткое изделие. Я использовала бисер, вот, 18184 и какой-то из черных бисеров. К сожалению, название уже стерлось. Ну, вы подберете сами, какой вам захочется. Ну, а покажу я вам, как плетется эта цепочка на бисере номер 8. Будет хорошо видно. И вот я взяла черную мононить. Как я уже сказала, плетется цепочка очень и очень просто и достаточно быстро. Смотрите, первый набор – это 6 бисерин. 6 бисерин. Подтягиваем к концу нитки. Или проходим 2 раза иголкой, или завязываем сразу узелочек. Ну, давайте 2 раза пройдем. И завязываем это в колечко. И заходим иголкой в любую бисериночку, которая нам нравится. Ну, давайте зайдем вот так. Берем бисериночку, которая будет у нас серединкой. И смотрите, вот единственное, что здесь нужно соблюдать условия. Если нитка выходит вправо, слева направо, то смотрите, мы находим бисерину, которая стоит напротив той, из которой выходит нитка, и заходим таким образом, чтобы нитка выходила точно так же слева направо. Ну и направляем мы. Ну, давайте сделаем так, чтобы уже не крутиться. Вот и смотрите, первый цветочек у нас есть. А дальше мы будем плести все время вот таким образом. Мы набираем одну бисерину, заходим в ту, из которой вышла нитка, с обратной стороны. Вот так. Подтягиваем и заходим опять в эту же бисерину. Вот так. Ее сначала немножко ведет, но если вы будете делать это нитками, то будет гораздо лучше. И смотрите, теперь мы будем делать каждый раз так. Мы набираем 5 бисерин, 5. И заходим туда, откуда вышла нитка, с обратной стороны.
подтянули и смотрим. Вот наша бисерина, откуда выходит нитка, а вот та, что напротив нее. Мы набираем серединку и заходим, чтобы нитка выходила в ту же сторону, куда она выходит. Вот так. И хорошенечко все это подтягиваем. Вот и второй цветочек у нас с вами получился. Теперь мы опять набираем одну, проходим туда, откуда вышла нитка, проходим в ту, что мы только что набрали, вот так по ходу, и набираем следующие 5 бисерин. Заходим, смотрите, нитка уходит от меня, и я захожу сюда, то есть с обратной стороны. Подтягиваю, набираю бисеринку, серединку и смотрим. Вот наша бисерина, откуда выходит нитка, а вот та, что напротив. И мы делаем вот так. Так, чтобы нитка выходила в ту же сторону, куда выходит эта нитка. И каждый раз хорошо подтягиваем. Если сильно не затягивать, то ваша цепочка, она сразу будет двухсторонняя. Но мне понравилось так сделать, чтобы цветочки были с одной стороны такие как бы вогнутые, а с этой с выпуклой серединкой. Вот так. Теперь смотрите, то, что мы с вами набирали одну бисерину, что это нам дает? А дает нам то, что мы, смотрите, сейчас можем набрать другой цвет. Заходим туда, откуда вышла нитка. Заходим вот в эту бисерину красную. И набираем уже, допустим, 5 красных бисерин. То есть мы можем плести разноцветными цветочками цепочку. Вот смотрите, нитка выходит сюда. Я вот так перекидываю нитку, чтобы было удобнее. И захожу вот в эту бисерину, которая... И подтягиваю. И смотрите, вот уже другого цвета у нас с вами цветочек. И если вы захотите сделать колечко, то вы просто потом вот ничего не надо придумывать. Просто соединяйте две вот эти вот бисерины крайние. Ну и если вы захотите сделать так, чтобы с обратной стороны серединки были другого цвета, то когда вы доплетете полностью цепочку, можно взять другого цвета бисеринки. Вот у меня сейчас желтые. И смотрите, нитка выходит от меня. Мы будем идти в обратном направлении. Я заправляю, ну, так как мы плели в эту сторону, теперь я плету в обратную. Вот так. Раз. Опять. Теперь нам нужно пройти следующий цветочек. Вот нитка выходит. Я захожу вот сюда, в верхушечку цветочка. Все по ходу плетения. Подтянули. И здесь опять набираем бисерину другого цвета. И точно так же мы заходим, но так, чтобы нитка выходила в ту же сторону, в которую она здесь и выходит. Подтягиваем. Ну, немножко хлопотно получается. Нужно постоянно направлять рукой эти бисерины. Ну и вот что у нас получается. Точно так же переходим в соседний цветочек, подтягиваем, набираем следующую серединку и заходим так, чтобы нитка выходила туда, чтобы нитка выходила в ту сторону, куда выходит вот это. И вот смотрите, что у нас получается. Ну вот и все, друзья мои. Все очень просто, доступно. Но мне кажется, самое красивое изделие, которое можно сделать из этой цепочки, это вот такое вот колечко. Смотрите, какое оно нежное и изящное.
На этом я желаю вам всем будьте здоровы, плетите с удовольствием. Всего вам доброго. До свидания.